Есть такие вопросы, на которые никто не может ответить. У меня они всегда были. Читаешь книги, смотришь фильмы, думаешь, да, потом ты получаешь ответ, ты получил ответ, но в твоей жизни все то же самое. Да, в кино красиво показали, у главных героев хэппи-энд, пошли титры, а что у тебя? Кто ты, зачем ты здесь в самом деле? Очень хорошо к практике подталкивают вопросы жизни и смерти. Когда однажды ты понимаешь, а что, если завтра меня больше не будет? И задаешь себе 3 вопроса. Жил ли я? Любил ли я? Кто я? Можешь ли ты себе ответить? Практика такая, которая не отдельно от твоей жизни. Чтобы чего-то получить, ты сам меняешь свою жизнь, но это не как внешнее проявление, а больше твое внутреннее. То есть ты начинаешь себя заново выстраивать. Ты по кирпичикам создаешь себя, внутри тебя появляется какая-то целостность. То есть ты реально становишься сильным, целостным человеком, зрелым человеком, самодостаточным человеком, со своим собственным мнением по разным вопросам, способным принимать решения и брать ответственность за эти решения на себя. То есть это огромный кладезь каких-то качеств внутренних, которые просто подспудно у тебя развиваются, потому что ты движешься к самому главному, к полному пробуждению, полной реализации себя. В социуме со своими друзьями, там на работе, но внутри ты постоянно меняешься и работаешь над собой. Ты сталкиваешься со своими всеми проблемами, со своими концепциями, вот просто лицом к лицу. Когда ты живешь в этом, выстраиваешь свои заборчики, тебе кажется, что это норма, а потом вдруг ты понимаешь, что все заборы падают, и ты остаешься наедине с собой, вот какой ты есть, да. И это нелегко. Это самое сложное, что есть. Потому что мы не работаем со следствием, с какими-то причинами, внешними обстоятельствами, мы работаем с собой, со своими страхами, со всеми своими переживаниями, со самой сильной твоей болью. И вот с этим всем ты сталкиваешься, когда погружаешься в себя. Все, что ты придумал и отнес к себе на протяжении всей жизни, то все свои правила, все свои концепции, все свои рамки, они должны пасть. То есть они должны отвалиться от тебя. Они не совсем относятся... Что-то может относиться к себе настоящей индивидуальности, да, что-то может не относиться. И вот все, что лишнее, оно сваливается. Постепенно, шаг за шагом, оно отваливается. Это просто твои искажения, которые тебя ограничивают и не дают тебе вспомнить, кто ты есть на самом деле. То есть это то, чем мы занимаемся в практике. Мы просто постепенно убираем эти иллюзии, представления о себе и мире. Многие как путь это представляют, а можно как освобождение от убирания сопротивления этому свету, потому что вы уже сидите в океане света, в принципе, все мы. Но мы ему сопротивляемся. И сопротивление делится на такие 4 основные части. Первое – это тело, второе – это мысли, ум, эмоции, потом желания. Вот 4 таких сопротивления. Когда вы начинаете передавать знания другим, когда вы создаете команду, когда вы совершаете определенную работу со своим эгоизмом, то вы эти рамки раздвигаете, вот это сопротивление вы начинаете постепенно убирать. Вот главная работа к пробуждению. Конкретнее, если, то все начинается с того, что ты становишься профессионалом работы над собой. Практика постоянного наблюдения за собой в жизни, постоянного погружения в настоящий момент, жизни с открытым сердцем, служения другим людям, командного взаимодействия. То есть когда ты с другим человеком пытаешься сделать что-то совместное, придумать, сделать для других людей, и вы недовольны друг другом или тем, что у вас получается, сцепляется ваш эгоизм, и вот на этом пересечении, ты начинаешь еще более интенсивно над собой работать, потому что ты видишь то, что в тебе было скрыто. Это очень сильный момент, показательный такой. Есть вещи, когда мы видим что-то, а есть, которые мы не видим. И надо, наверное, прожить огромную жизнь, длинную, чтобы
там, увидеть многие грани эго, но это очень много времени. Да. Пока жизнь там через ситуации проведет и покажет через ситуации вот эти мои сопротивления тому, что происходит, это очень трудно. Это делается в команде очень быстро. Ведь в какой среде мы крутимся, тем мы и живем. А если в моей среде люди обычные, которые не устремлены к этой цели и живут обычными желаниями, это очень заразительно. Все наши эмоции, состояния, мы же все едины на самом деле, и как сообщающиеся сосуды перетекаем один в другого, заражаем друг друга состояниями разными. Вот. Поэтому, когда Геннадий сначала начал формировать команду, а потом нам давал что-то серьезное, какие-то знания для пробуждения. Было так именно. Но это ваш внутренний выбор и ваш труд. И это очень нелегкий труд. Хотя он в быту такой в самых простых вещах. Он не надо там как-то менять особенно жизнь. Нет такой потребности чаще всего. Кстати, команда нас еще показывает твои недостатки. Сопротивление единению показывает. А как ты к Творцу приблизишься или к единству без единения с другими людьми? В команде происходит процесс единения, объединения, который заставляет стенки вот эти эгоизма убрать. И за счет этого, тоже происходит процесс вот этого пробуждения гораздо быстрее, чем просто я пришел на сатсанг и давайте я сейчас просто буду. И может быть когда-нибудь, сидеть там напротив телевизора, с лотереей, может быть когда-нибудь я эту лотерею выиграю. Это огромный плюс, потому что совершенно непонятные люди, они вообще совершенно все разные. И каждый из них открывает в тебе какую-то новую грань, которую ты никогда не знал. Каждый может проявить себя, поддержать себя там, где ты даже никогда не думал, что да, это возможно. И с этой же стороны, с этой же точки зрения это совершенно обескураживает тебя, потому что это поднимает такое количество сопротивлений, что изначально у меня реально были моменты, когда я просто садилась и отдавала себе отчет в том, что если бы не практика, я бы никогда с этими людьми не общалась. Зачем мне это? Я же нормальный, здоровый человек, да? Я же понимаю, что у меня есть своя зона комфорта, и я обычно в ней держу одного-двух людей, которые максимально меня не беспокоят, и все хорошо. А здесь, они же как маленькие жуки, они же тебя раздражают просто. Они, играют на всех струнах твоей души, физики, вообще там полный оркестр. А как ты избавишься от своего эгоизма, если у тебя, например, он не виден, например? Или есть такой момент духовный эгоизм. Я, например, долго страдала этим. Год так минимум, когда была одна. Я только позже его заметила. Только страдания в этом помогли мне увидеть это. И потом уже я убрала это у себя, стало проще. А если бы я не увидела? Некоторые не видят этого. Здесь люди быстрее проходят свои какие-то кармические штуки, отработки. Здесь все происходит быстрее. Ускоряются все проживания, выход из тебя всяких разных этих эгоистических штук. И, конечно, если человек готов на рассматривание их, на то, чтобы это увидеть, а само то, что ты увидела, уже говорит о том, что оно уйдет. Потому что когда ты видишь это, то оно уходит, само собой. Это естественный процесс. Зеркало. Команда – это зеркало. В каждом человеке это были множество ситуаций, когда непринятие другого человека в команде. И я вижу это непринятие, я понимаю, что это во мне, это моя работа, я с ней работаю. Я накрываю это любовью, я убираю это сопротивление и открываю все больше жизни. Видя отражение себя раз за разом, чуть ли не каждый день, и решая поддаться, психануть, раздразиться, какой человек, он как-то сказал, что-то сделал, мне не понравилось. Либо прожить это чувство. Практика дает понимание, что это нужно просто прожить, принять, что это естественно и нормально. Вот эти все обиды, вот эти все твои залипания, зацепки, ты должен будешь сбалансировать, определенную большую часть до момента пробуждения, потому что это и есть твоя чистота. У каждого человека есть эти сопротивления, эта стенка такая, назовем это типа забор или стена.
к этому свету. Куча всяких систем, так называемые духовные. Я объяснил, что духовные вообще не подходят, потому что проснетесь, мир уже духовен, и не надо ничего делать там в этом плане. Которые на этом заборе напишут за мир, за дружбу, за любовь, там красивые слова там, за спасение китов. Понимаете, что происходит? Подмен ценностей. То есть я не убираю забор, я не делаю усилия по убиранию его. Я просто его красиво называть начинаю. Перекрашиваю в красивый цвет. Вот он такой черный, мрачный, ну, в голубом цвете с розоватыми отблесками, он совсем иначе выглядит. Вот понимаете, что мы начинаем, когда мы начинаем вот этими красивыми фразами закрываться, а не идем на само пробуждение. И бывали моменты только уйти из команды, вот только все, мне больше ничего не надо, вот просто потому что я ко всем какой-то вот негатив испытал. Но пара дней, и этот негатив как-то вот он проживался. И к своему же удивлению просто приходишь и уже совсем по-другому к этим же людям относишься. И где-то даже с благодарностью, потому что видишь, какой кусок у тебя отвалился благодаря этому, благодаря вот этим людям, которые вроде как бы спровоцировали вот это вот. Ну, чувство оно во мне. Не ситуации какие-то такие, а мое отношение к ним. Вот сейчас есть такое еще более глубокое понимание этого, что все в нас, все в нас. Когда вы решаетесь радикально, перешагиваете через него, вы видите, что забора-то нету. Парадокс-то в чем? Что мы его искусственно держим, на самом деле его нет. Вот что самое смешное в этом деле. Именно команда, именно взаимодействие с людьми. Они вот разговаривают на те темы, которые мне интересны. И не просто об этом говорят, а еще и совершают какие-то конкретные действия в этом направлении. Много вот этой работы, в единицу времени насыщенность такой работы происходит. Да, ребята, я буду это все проходить, я буду с вами ругаться, я буду с вами мириться, просто потому что я хочу домой, мне это очень нужно.